Привет, друзья! Сегодня у нас необычное видео, поэтому поставьте на паузу, не забудьте поставить лайк, налейте себе чаю и возвращайтесь. Впереди вас ждет 20 минут увлекательного путешествия. Ну а для тех, кто все это уже сделал, давайте начнем с небольшой предыстории. Все началось в прошлом году, год, который запомнился нам закрытием границ. И так уж совпало, что он совпал с годом нашей с Анжеликой свадьбы. В то время мы активно вели подготовку к нашей свадьбе, и одним из немаловажных аспектов был поиск места для свадебного путешествия. Кстати, вот вам небольшой кусочек о том, как это было. Бомба есть. Я на фото наступаю. Мы вместе с силой извоюем этот мир. И по счастливому стечению обстоятельств судьба меня познакомила с Александром. Александр Лист, он же путешественник, он же организатор туров на Плато Путарана, который предложил мне отправиться на крайний север. Мы немного посовещались с Анжеликой и решили, что это будет самое незабываемое свадебное путешествие, которое себе можно только представить. Мы отправились в Декатлон, закупились экипировкой, купили билеты до Норильска и прилетели. Пару часов на самолете, час в микроавтобусе, и вот мы несколько часов по воде добираемся до места нашего назначения. Ну что, друзья, вот мы отправляемся в путешествие. Мы на плато Путарана. Плато Путарана – одно из самых удивительных мест России. Здесь бездонные каньоны, величественные горы и тысячи озер. Срываясь со скал, реки образуют самые высокие в России водопады. А лето и начало осени – это лучшее время для их осмотра. Несколько дней нам предстояло жить на базе на озере Лама. Это величественное озеро, которое поражает своей красотой и пейзажами вокруг него. График у нас был достаточно плотный, нам предстояла рыбалка, восхождение и посещение водопадов. Но поскольку погода на плато Путарана изменчивая, то каждый день мы ориентировались по обстоятельствам. И, конечно же, не забывали готовить. Каждый вечер и все свободное время на базе мы тратили приготовлению вкусных и необычных блюд на крайнем севере. Кстати, полный список рецептов, которые мы готовили, я опубликую внизу в описании под видео, поэтому, если вам интересно, кто-то их смотрел, кто-то нет, можете пересмотреть еще разок. Ну и начинается наш первый день. Ты куда? Водицы набрать. Козленочку стану. Смотрите, как красиво. Смотри, какая чистая. Сейчас мы подойдем, подожди. Вообще, чистейшая просто. Слушай, я такой прозрачный буду вообще. Ты смотри просто. Даже осадка нет, просто она идеальная. А плод, да, был? Нереально красиво. Да. Ну, черной тоже много, но она не такая вкусная. Слушай, да ее не надо Её есть, не надо из нее есть. сок надо Высасывать, выжать да? и выплюнуть. Я понял. Говорят, с дровами проблемы. Можно приготовить самый большой шашлык в мире. Да. Мамонтов. Настоящая дикая природа. Ну что, друзья, вот мы пришли. Это сегодняшняя наша остановка. Здесь мы будем ловить рыбу и снимать много классных рецептов из нее же. Костер уже разгорается. Тишина невероятная. Просто стоишь и наслаждаешься звуками природы. Заправляем удочки. Отправляемся рыбачить. Надо будет потом еще валежника подтащить. Да. Потом готовить. Ну, чтобы дрова были. Да. Тихон, ты что расселся, а? Любуюсь видами тут. Рыбу я тебе несу. Отлично, давай разделывать. Единственный экземпляр. Сегодня больше не клевало. Ну, красивая, сейчас разделаем. Очень красиво, очень вкусно.
Такой рыбалки у меня еще ни разу в жизни не было. Нам повезло увидеть не только красивые пейзажи, кристально чистую воду и рыбу, которую видно своими глазами прямо на дне озера, но и следы медведей, волков и многой другой живности. Кстати, наткнуться на следы медведей — это тот еще адреналин. После возвращения нас ждала баня и вкусный ужин. Вот так вот, друзья, голыми руками. Я, честно говоря, уже есть хочу нереально. Как думаешь, сколько мы будем готовить это блюдо? Ну, часика полтора точно быть. Ой-ой-ой. Часик, я думаю, как минимум. Че, проголодался? Мне что есть-то? Помидоры, огурцы. Где Саныч? Ты его отправлял уже. Саныч! Саныч! О! Красава! Так, тут на троих. А где Виталий? Виталий вот стоит. А вон там рюмка водки. Ай! Да. Ребят, самогонная лавка. Пробуем. А болит, в смысле, простыл? Да меня продуло, конечно. Да. Да я распарился, потом Ты разлился. правда, Саныч, не пьешь? Выпей, конечно. Что мы чокнули, если ты не пьешь? Слушай, а тут мыши, Кстати, можно не закусывать вообще. Да. мыши лазят Будем или нет? закусывать. Извините, подержите. Вот сюда нужно было добавить меда по-китайски. Наша женская половина отправилась спать, а у меня была задача посерьезней. У Анжелики на следующий день был день рождения, поэтому мы занялись подготовкой торта. Я в ботинках привез пару банок сгущенки, готовые вафельные коржи, и мы что-то с ребятами смастерили на углу небольшой кухоньки. Утром мне нужно было собраться и украсть этот торт. Ну что, друзья, сегодня у нас утро третьего дня, получается. Сегодня у Анжелики день рождения. Я немножко охрип после вчерашней поездки на рыбалку. Вывод: не надо пить холодную воду. Мы вчера уже украсили ей торт, и сейчас нужно собрать немножко каких-нибудь зеленых листиков для того, чтобы украсить его и сделать его немножко красивее. Посмотрите, какая прекрасная погода стоит на Плато Путерана. Золотая осень. Вот так вот спускаешься с тропинки. Вот тебе, пожалуйста. Оп. Витамины на завтрак. Я успею на одном. Не хочет. Подожди. Сейчас бах, бомбочка взорвалась. Больше загадывай, другой загадывай. Я уже все Меняй. Во. И в этот день мы решили отправиться на водопады. Что нас ждало впереди, я еще не знал. Знал, что придется много походить. Ну вот мы и доплыли, отправляемся к водопадам. Посмотрите, какая природа, красота. И сегодня сильнее слышатся звуки природы. Просто послушайте эти волны и посмотрите на эту красоту. Ваши непосредственные впечатления. Все как обычно. Мы идем на водопад. Идем на водопад, но пойдем мы сегодня по руслу реки. Александр сказал, она высохла, и поэтому нам будет легче идти. Шикарно. Хоть где-то есть легкость. Да. Друзья, представьте, насколько изменчива природа на Плато Путерана. Еще буквально 2 недели назад здесь была бурная река. Посмотрите, сколько камней, сколько булыжников она за собой тащила. Неделю назад она стала меньше, а сейчас она пересохла, и вообще даже следа нет. Просто сухая земля, мелкие камушки и песок.
Уникальное, конечно, зрелище, но нам повезло. Теперь для нас это ровная дорога, по которой мы продолжаем свой путь на водопад. Маленький, давай, дождись дождей, и ты уплывешь отсюда. Ну и вот спустя примерно 40-45 минут подъема моего небольшого падения, не страшного, просто оказывается нужно следить за ногами, а не смотреть по сторонам на всю эту красоту. Мы наконец-то дошли до этого великолепного водопада. Тысячи и тысячи лет вода здесь прорезала камень, и вы посмотрите только на этот узор. Невероятная красота, созданная самой природой. Ну и финалом нашего маршрута, тот водопад, конечно, был красивым, но вот этот красавец намного мощнее. Причем еще недавно воды было настолько, что наш путеводитель Александр Лис даже не знал о существовании мха. Он говорил, что воды было настолько много, что здесь ее просто было завались. Сейчас поменьше, но от этого вид не хуже, я бы даже сказал красивее. Я люблю такие мощные реки, в которых ты подходишь и чувствуешь, насколько человек мелкий по сравнению с природой, в которой мы с вами живем. Хочется просто посидеть, попить горячего чая и понаслаждаться этим чудом природы. Нагулялись мы в тот день, конечно, вдоволь. И вернулись к приготовлению роллов, которые не смогли приготовить в день рыбалки. Сам тот факт, что мы приготовили роллы из рыбы, которую вот-вот только что поймали, на берегу такого прекрасного места, на крайнем севере, у меня просто не укладывается в голове, но тем не менее мы это сделали. А сыра нет у нас в Филадельфии. Да, здесь-то только сыр Филадельфию собирать. Как тут много получится, ты говоришь 8. 8 колбас. А ты проходочку еще не делала по ним? Сделаешь? Да, ну просто... Ну давайте съедим сначала, а потом вы делайте, что хотите. Вот тогда вот эти крайние ешьте без Да. огурцов, или вот эти крайние ешьте без огурцов. А почему без огурцов? Ой, точнее с огурцами, но крайние, чтобы вот так. Саня, дай быстрее съем. Ну что, ребят? Да, говорите. Я Что говорить? Что говорить? Я попробую. Я хочу именно с васаби. А просто Настало время. Ну, кайф. Закушу вот этим. Рис чуть-чуть не Огонь. проварился, но местная рыба это вот. А я говорил сразу, что он не провалился. Слышь. Имбиречек. Васаби? Он такой жесткий. Игры Габара начинаются. Ребят, ну что, рассказывайте, как вам еда? Прекрасно, чудесно. Что-то как-то не эмоционально. Как будто каждый день на плату Патарана и едите роллы. Ну, в шоке просто, как нереально. На следующее утро мы проснулись и поняли, что погода сегодня на нашей стороне, ведь впереди у нас было восхождение на гору Фестивальную. Вершина этой горы находится примерно на уровне 1200 метров над уровнем моря, и для меня это было первое серьезное восхождение в моей жизни. Я еще не знал, что у нас впереди, но забегая вперед, скажу, это было очень страшно. Нам предстояло карабкаться по курумникам, которые представляют собой камни, которые не закреплены в поверхности земли, поэтому наступать нужно было аккуратно, а я тут еще аккуратный человек. Поскольку плато Патарана — это горы без вершин, то и горный массив здесь представляет немножко другую структуру, а не ту, которую я себе представлял. Наш подъем состоял из нескольких ступеней,
Каждый раз нужно было подняться по камням, потом пройти небольшую часть равнины и карабкаться дальше. Эмоции, конечно, сменялись от радости до депрессии, отчаяния, страха, понимания того, что я не доберусь. Но каждый раз мы собирались силами, за что спасибо нашей команде, потому что нам очень с ними со всеми повезло. Мы добрались до вершины, и это было действительно очень красиво. Вам стоит на это взглянуть. А сегодня, друзья, у нас день восхождения на гору Фестивальная. Будем 3 часа подниматься, запасы воды, касочки, все с нами, и мы отправляемся в путь. Не умереть бы. Да. И опять такая тишина прям. Вообще, да? Ты чувствуешь это? Природа. Да. Причем вчера вечером шел дождь. Мы до последнего не знали, отправимся мы или нет. Анжелика даже сегодня утром еще не знала, отправиться. Но вроде мы все здесь собрались, и мы должны выжить. Ой, это можно делать так. Такие у нас касочки. Красота. Друзья, ну вот мы и поднялись на гору Фестивальную, 1200 метров над уровнем моря. Вы посмотрите, какие виды здесь открываются. Нереально! Достаточно громко было? Я думаю, да. Нет, нахуя нереально, путарана. Протяжно. Путарана! У меня на сердце рана. Отлично. Попробуй покашать путарана. Ну и как всегда, хорошо погуляли, хорошо поели. Мы снова готовим. Ты лучше скажи, что у нас так повелось, что мы все делаем на следующий день. Потому что мы ничего не успеваем. То у нас восхождение, то у нас рыбалка, то еще что-то. Вообще мясо готово. Мы его порезали на небольшие кусочки. Но есть и побольше. И сейчас мы закидываем. Давай, открывай. У нас световик не разговаривает. У нас самый мажорный световик. Надо срочно снимать. Да, красота. И у него, кстати, миллионник почти. Световиком поставили. Покажи нашего световика. Посвети себя, пожалуйста. Всем привет. Закрывай крышкой, я вот в таких перчатках специальных. Ой, подожди, Саша, подожди. Угу. Я специально вот в таких перчатках закрываю, и я пошагал на кухню. Они непрожигаемые, да? Барбулятор это. Наш казан понес. Блять. Зайчик, подними. Во, давай. Нет, опять, блин. Вот, все. Ты же сказал, ты мясо не ешь. Ну, я почти вегетарианец. Ну, как красота. Подожди, я сейчас
Специально, да, сейчас брошу? Морковку и вот такую... Подожди, сейчас терпи еще. Смотри, я даже руками возьму, чтобы красоту. О, вот так. Ну все. Огонь. Вот так вдвоем. У тебя же это запотело очко. Очко запотело. Отлично, мне кажется. Сегодня у всех запотело оно. Все, давай тарелку. Последнее утро на нашей базе. Мы решили шикануть и приготовили себе на завтрак том-ям. Это опять же гастрономическое чудо, которое трудно себе представить на Крайнем Севере. Приготовили мы его из местной рыбы, из хариуса. И такой том-ям тайцы точно никогда не пробовали. Ну а мы собрали свои вещи, сели на лодку и отправились в Дудинку. Открываем? Страшно. Че страшно, давай. Не очкуй. Том-ям. Давай. Ну как? Но вот не хватает остринки. Остриночки не хватает. А так? Смотри. Вылитый том-ям. Подожди, на секундочку брать. Ага, вот так держи, да. Ну что, друзья, у меня сегодня на завтрак будет том-ям. Из северной рыбы. Том-ям по плато Да, путарански. по-плато по-тарански из северной рыбы, том-ям тай, тайцам такое даже не снилось. О, вот это да. Слушай, ты как-то это прикольно режешь помидорчики. Тебе сойки чуть-чуть. Да, надо? немножечко. Чуть-чуть, да. Смотри, сейчас размешай и попробуй. Вот сейчас прям том-ям пошел. Не, ну по остроте прям тайцы бы сказали not spicy. Да, тайцы бы сказали, это не остро вообще. Ну кокосовое молоко мне так нравится, как оно играет в этом бульоне. Да, просто нереально. В общем, на плато Путарана каждый найдет для себя то, чего он ищет. Хотите горные реки и мощные водопады? Пожалуйста. Хотите чистейшую воду и настоящую рыбалку? Здесь ее много. Хотите вкусной еды и веселых посиделок? Вам никто не запрещает. Вся ночь впереди и можно встретить северное сияние. Кто-то найдет здесь себя, а кто-то влюбляется и остается здесь навсегда. Ну а мы на этом не прощаемся, а просто продолжаем свое путешествие. К следующему утру наша лодка уже была на Енисее, и при помощи нее мы отправились в настоящую тундру, чтобы встретиться с северными оленями и местным населением. Когда нам сказали, что нам придется пройти всего 7 километров, я подумал, да это какая-то фигня. Оказалось, что ходить по тундре не так уж и легко. Мягкий, обволакивающий словно ватой ягель, в котором утопают твои ноги, и мелкий кустарник, который затрудняет тебе их поднимать. В общем, эти 7 километров были опять же целым приключением. Тем не менее, мы дошли до того, что искали.
ради чего был проделан весь этот путь. Здесь всего лишь половина стада, около 900 голов. Но это просто невероятное зрелище, друзья. Посмотрите, какие красавцы гуляют прямо рядом с нами. Самое интересное, что здесь, несмотря на разные цвета, всего лишь одна порода. Те, которые белые, это альбиносы. Для меня это вообще что-то удивительное. Так красиво. Пожалуй, самым трудным в этом дне было возвращение обратно домой. К сожалению, ни одна камера не может передать то, что происходило ночью. Тем не менее, мы достаточно долго пытались найти выход назад, но мы пришли к нашей лодке и благополучно вернулись в Дудинку, откуда и полетели домой. И в конце, наверное, правильно было бы подвести итог. Это было действительно самое невероятное и самое захватывающее путешествие, которое было сейчас, на данный момент в моей жизни. Это то, что мы с Анжеликой со смелой душой можем рассказывать внукам. Я очень благодарен судьбе за то, что познакомился с Александром Листом, и за то, что мы решились и отправились в это путешествие. Словами, глазами или даже камерой невозможно передать ту красоту, с которой мы столкнулись за эти несколько дней нашего путешествия. А стимулом для того, чтобы туда отправиться, должна стать просто банальная статистика. В год это место посещает не больше 400-500 человек. Ну а если и вам захотелось посетить это настоящее чудо света, то Александр Лист и компания Мирплата Путарана организуют туры в этот замечательный и поистине уникальный уголок мира. А чтобы узнать еще больше подробностей и информации по поводу туров, даты посещения и цен, переходите к ним на сайт или подписывайтесь на Инстаграм Александра Листа. Кстати, уникальной возможностью для многих из вас станет тот факт, что каждый год Александр Лист на своем канале YouTube разыгрывает одно бесплатное посещение для своего подписчика. В прошлом году один такой подписчик уже побывал на Плато Путарана, и об этом есть целый полноценный выпуск на его канале. Переходите по ссылочкам в описании, подписывайтесь. Ну а я надеюсь, что наше путешествие вам тоже очень понравилось. С вами был Тихон, моя прекрасная Анжелика. До скорых встреч и новых путешествий. Пока-пока.